Рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня я покажу, как я плету вот такую вот корзинку на дверь под модным названием Door Basket. Эта корзиночка у меня специально заказана для того, чтобы сюда можно было разместить горшок с живыми цветами. Вот, плела я их специально вот в эту вот коробочку. То есть не коробочка это, горшочек для цветов, чтобы она у меня помещалась вот сюда вот. То есть вот посмотрите, как она замечательно туда становится. Цветочки будут все расти, все красиво будет. Вот. Какую я использовала бумагу, спицу для этих трубочек. Использовала я бумагу газетную чистую, ширина полосы 7,5 сантиметра. И спица 1,2 миллиметра. Красила я это все морилкой. Морилка называется орех, с добавлением дюфы бесцветной, прозрачной. Вот. Как я это делала, я вам покажу далее. Приятного просмотра. Приступаем к плетению. Начинаю я с дна, то есть с той стороны, которая будет вешаться на стену. Вот. Мне по размеру нужно сплести такой овал, чтобы он помещался на листок формат А4. Вот. Я немного не доплела. Позже расскажу, почему. Что мы будем делать. Так, вот как пример. Начинаем плести. Как всегда, начинаю с трубочек 4 на 4. Ой, 2 на 2. Прошу прощения. 2 на 2. Буду оплетать против часовой стрелки. Наращиваю первую пару трубочек. Нарастила. И начинаю оплетать. Так, зафиксировала все. Так, один круг я проплыла, на следующем раздвигаю стойки и продолжаю оплетать. Раздвинула, когда раздвину все стойки, дальше я буду делать уже овал со следующего ряда. Я проплела один ряд. Теперь я буду разворачивать свое плетение на 4 плиту, пока на 4 трубочках. Так, вот моя, которая нижняя, заворачиваю ее. Вторую тоже заворачиваем. Поворачиваю к себе плетение и пошла плести обратно. 1, 2. На своей третьей стоечке я опять разворачиваю. Крайнюю тоже разворачиваю, поворачиваю к себе плетение и, как обычно, продолжаю дальше плести. Так, проплетаю следующие 4. Так, дошла до третьей, разворачиваю, под четвертую разворачиваю.
разворачиваю плетение. И дальше пошла плести, как обычно. Вот моя третья. Раз, два, три, четыре. Третья. Под ней трубочку разворачиваю. Под четвертую. И тоже разворачиваю. Все. Теперь поехала плести, как обычно. В этих местах, где у нас крайние развороты были, я немного прижимаю. Вот. И так продолжаю проплетать 2 ряда. Потом буду стоечки наращивать. 2 ряда я проплела, теперь наращиваю. Трубки на стойке у меня сухие. Я их напополам разрезаю, чтобы они были не такие длинные, чтобы не мешали мне в плетении. Так. И каждый добавляю по одной. В некоторых местах я добавлю по 3 трубочки. Так, это вот этих местах, где у нас крайний разворот. Я добавлю сюда еще по одной. Вот. И пока продолжаю плетение. Чуть позже я добавлю еще по одной трубочке вот сюда, вот в эти, как раз у нас по овалу получается по длинной стороне 2 средние здесь и вот эти 2. Чуть позже, через пару рядов. Добавила я сюда по одной трубочке. Далее буду разводить стойки. Там, где 3 трубочки, вот они у меня уже во всех стоечках, я буду разводить не все 3. Я буду разводить, получается, на одной стойке будет 2 трубочки, на другой 1. То есть вот, получается, 2, 1. Также в середину 2, сбоку 1. Так, одна стойка выпала. Это не страшно. Ее можно либо наклеить, либо просто так заснуть, но у вас уже больше не будет выпадать. Также в серединку 2, сбоку 1. Этот ряд разведем. Дальше будем опять формировать овал.
Овал мы будем формировать вот на вот этих вот единичных стойках. То есть вот я доплела до предпоследней, заворачиваю, здесь заворачиваю, проворачиваю, чтобы мне было удобно. Продолжаю плетение в обратную сторону, как обычно. Дохожу я до двух моих последних. Также заворачиваю, завернула, повернула к себе. И поехала дальше до следующих моих одиночных стоек. По бокам здесь я хорошо прижимаю, чтобы овал сформировался. Так, доплела до двух одиночных. На первый сначала разворачиваюсь, потом на второй. Развернулась, повернула к себе плетение в удобное положение. Продолжаю. Так, доплела до одиночных. Раз, развернула. И вторую развернула. И продолжаю, как обычно. Проплету я пару рядов. Все, уже больше я не буду разворачивать плетение. Проплету пару рядов и буду разводить вот эти стойки. Там, где нужно будет, если вы можете смотреть по формату бумаги, там, где нужно, можете добавлять стойки, если будет сильно большое расстояние. Обычно это у меня случается вот на вот этих одиночных стоечках, потому что здесь как по форме получается так, что нужно добавлять. Вот можно видеть, у меня здесь раздвоение. Вот в серединке добавляла, вот также по бокам. Вот. Все, продолжаю дальше. Пару рядов и развожу вот эти средние стоечки. Я решила немного переиграть. То есть я сейчас не буду их разводить, вот эти вот стойки тройные. А я сейчас добавлю вот к одиночным еще по одной стоечке. Вот. И проплету еще несколько рядов. Потом все вместе уже разведу. Попробую так. Я добавила, проплела пару рядов. И теперь буду разводить все стойки. Я вот в плетении дор-баскетов никогда у меня не получается придерживаться какого-то определенного количества стоек. И как-то одновременно вот каждый раз плету, и каждый раз я по-разному в разных местах наращиваю, потому что это зависит от того, какие у меня трубочки, даже каким колером они покрашены. То есть если я крашу с белой дюфой плюс колером, у меня трубочки, они более пластичные, более такие пропитанные получаются. Вот. И, соответственно, у меня уже плетение совсем какое-то другое получается. Даже не знаю, как объяснить, но оно другое. И каждый раз я добавляю эти трубочки в разных местах. То есть я не придерживаюсь вот именно на вот этом вот, получается, спинки. Давайте назовем ее спинки. На спинке не придерживаюсь определенного где-то порядка, где мне наращивать добавлять эти стойки. Потому что как бы я ни старалась, у меня всегда это все в разных местах. Простите. Я всегда, как сказать,
Вот. Развожу стойки и продолжаю дальше оплетать по нашему кругу. Здесь, в этом месте, где у меня боковые стенки, я хорошенечко прижимаю. Формирую овал. Овал и так четко виден. И так продолжаю плести по кругу. Там, где нужно, где вы видите, что нужно добавить еще по одной стойке, это, скорее всего, будут вот эти вот места и серединка. Вот эти вот места и серединка. Если вы видите, что расстояние там уже больше 2 сантиметров или чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше, добавляйте. Не бойтесь, добавляйте. Это вид ваш не испортит. Не испортит вид вашего изделия. Вот. Все, дальше продолжаю плести без вас. Проплетаю я таким размером, чтобы ну где-то по около 1 сантиметра у меня на бумаге место свободного оставалось. Все, продолжаем. Я доплела свой овал. Вот он у меня размером по 1 сантиметру не доходит. Не доходит до конца моего листа А4. Я доплела и срезала сразу стойки у корней. А теперь мне нужно будет нарастить стойки и проплести еще 2 круга. Трубочки я использую влажные. И наращиваю. И так продолжаю по кругу. Стойки я нарастила. Теперь мне нужно проплести еще 2 круга и остановиться вот в том же месте, вот здесь, где-то сбоку, но тут у меня будет ручка, вот, где-то в том месте, где у нас будет начинаться ручка. Здесь остановиться. 2 ряда проплетаю веревочкой 2 трубочки. Проплела 2 ряда, отметила, где у меня будут ручки, на каких стойках располагаться. Это у меня вот 2 трубочки я срезала специально, чтобы потом не запутаться. Между ними 5 стоек. Вот эти 5 стоек. Так, не доходя до вот этой первой срезанной, там, где на которой будет располагаться ручка, я добавлю еще 1 стойку для веревочки в 3 трубочки. Так. Добавлю ее вот сюда. Так. Вот она у меня. Заправлю ее, как все. Вот. И у меня здесь вот 3 трубочки выходят вот из-под первой, из-под второй и вот третья там, где я наращивала. Теперь я приподнимаю наши стойки, чтобы зафиксировать их немного. И буду оплетать веревочкой в 3 трубочки, поднимая стойки. Так. Вот, придерживаю руками немного все это дело. Так, где моя потерялась моя трубочка? Так, начинаю с самой крайней. Тут можно запутаться. Не очень удобно, стойки падают, потому что влажные. Так,
опять крайняя. Поправить. Вот. Вылезла моя стойка. Поднимаю стойку, завожу рабочую трубочку. Вот. Надо мне нарастить. Сейчас я наращу и камеру опущу пониже, чтобы было видно. Приподнимаю следующую и опять же самую последнюю укладываю за нее. Рабочую трубочку самую последнюю, самую крайнюю с левой стороны, укладываю на стоечку, стойку поднимаю, эту трубку ввожу. Опять самую левую крайнюю укладываю и завожу под стоечки. По кругу проплела, подхожу уже к самому началу своей веревочки. Так, уложила. Вот здесь вот самая первая трубочка выходит из-под этой стойки. Это начало. Я за нее сейчас заводить не буду, а беру вот крайнюю правую перед двумя и завожу за третью. То есть я заканчиваю веревочку. Так, потом беру следующую правую крайнюю перед двумя, завожу за третью. И самую последнюю перед двумя, раз, два, завожу за третью. Так. Здесь сейчас мне одна трубочка не понадобится, вот эта вот крайняя. Я ее уложу под плетение, под две трубочки. Все, аккуратно прижму. Вот. Оставлю ее чуть-чуть, пускай подсохнет. Потом я ее обрежу. Так, теперь я буду делать два круга, оплетать обычной веревочкой в две трубочки. Поставила вес, чтобы у меня немножко не скользила мой овал. И проплетаю веревочкой в две трубочки, два ряда. Подтягиваю, выравниваю стойки. Стойки чуть-чуть наверх подтягиваю. Вот. И выравниваю их. И так продолжаю два круга. Два круга я проплела. Теперь я буду формировать ручку. Вот я остановилась на вот этой стойке, которая у меня была помеченная. Я просто отрезала вверх. Которая была помеченная. И мне теперь надо... Вот я нашла две свои стойки, за которые я буду цеплять ручку. Теперь мне нужно скрутить. Просто беру, закручиваю. И формирую вот так вот ручку. Так. Здесь у меня нарощенная. Еще наращу. Так, и мне нужно будет за вот эту вот. Одеваю. Смотрю, достаточно ли мне будет длины. Вот.
одела. Теперь разворачиваю одну трубочку. Вторая, которая моя здесь лежит, я ее тоже туда завожу. Я обкручиваю эту стойку. Вот так. Теперь я буду укладывать их вот в ложбинке между моими предыдущими вот трубочками. Вот их прямо укладываю. Вторую тоже так же. Здесь мне нужно будет нарастить немного. Так. Все, продолжаю дальше укладывать. Все аккуратно прижимаю. Так. Так. Вот. И по ходу дела смотрю, куда можно спрятать концы. Вот я завожу их в плетение. Так, одну спрятала, вторую мне тоже нужно сюда же заправить. Сейчас заправлю. Выровняю. Вот эти трубочки, которым я только что делала ручку, я их буду заправлять в плетение. То есть вот самая маленькая, я ее уложу вот за одну, сзади, вытащу наружу. Вот. Тут подклею. Вторую тоже так же я заведу. Вот, к примеру, вот самую первую. Укладываю. Вот этот хвостик обрежу. Я ее там проклеила. Хвостик обрежу и вот эту трубочку засуну вот сюда. Так. Все. Получается моя... Сейчас еще поправлю вот эту короткую. Вот она у меня вылезла. Вот. Вот эту длинную трубочку осталась у меня. Я ее могу либо еще раз вывести наружу, либо здесь вот просто обрезать. Я ее, наверное, выведу наружу. Вот здесь видно, я ее уложу и спрячу сюда обратно внутрь. И там уже обрежу. Угу. Здесь вот обрежу. И ее сюда спрячу. Прижму. Вот, все, прижала. Здесь можно капнуть клею, чтобы он высох и было еще крепче. Так, с ручкой я справилась. Отрежу этот хвостик, чтобы он мне не мешал. И заправлю туда. Все прижму. Так, теперь я покажу, вот как будет выглядеть моя вот эта корзинка.
Вот она ручка. Так. Вот она ручка. Вот какой у меня изгиб. Плохо видно. Вот. И начну сейчас обратными рядами поплетать веревочкой в одну трубочку. То есть от этой стойки, вот где я цепляла свою ручку, я отсчитываю одну, и на второй я буду наращивать сюда рабочую трубочку. Начинаю я с этой стороны. Вот получается, здесь у меня ручка крепится, одну пропускаю, и вот сюда вот я наращу стойку, рабочую трубочку, наклей, вот, нарастила. Теперь ее опускаю вниз, загибаю немножко, все, и поехала оплетать веревочкой, не веревочкой, а ситцевым, это ситцевое плетение. Вот. И поехала по кругу. Стойки держу пока прямо, пока не буду их укладывать, наклонять. Пока они у меня должны идти прямо. Дохожу до того места, где у меня располагается вот через одну от ручки, через одну я должна, буду сейчас повернуть. Наращу. Так, повернула, вот ручка начинается. Одну пропустила, на второй поворачиваю. И дальше продолжаю в обратную сторону. Я дошла с обратной стороны вот до того момента, где я наращивала, вставляла трубочку. Теперь я над ней же делаю еще второй виток и продолжаю против часовой стрелки плести до той стойки, вот где я делала разворот. Здесь все прижимаю. Вот и продолжаю дальше. Дохожу до второй стороны. И тут также первым витком делаю второй. Вот. И поехала в обратном направлении. Теперь следующий виток у меня будет не вот здесь, где я первые два делала, а вот на следующий. То есть постепенно я буду вот по 2 витка над каждой стойкой, буду продолжать делать с каждой трубочкой, не доходя до середины. Это получается у меня витков с одной стороны будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 витков. 10 витков с одной стороны и 10 с другой. Стойки я продолжаю удерживать прямо. У меня вот задача, чтобы у меня вот это вот горшочек под цветы смог вот здесь вот поместиться. Для этого я его вложу правильно, чтобы он мне сюда
Вот вес поставлю туда внутрь, чтобы он не катался. Вот. И буду плести. Дальше трубочки пока стойкие я не наклоняю. Плету прямо. Мне еще пока их рано наклонять. Дохожу я на следующей стороне. Вот мои первые виточки. Делаю ближе к серединке на следующей. И перехожу до следующей стороны. Проплетаю. Не до следующей, а до противоположной стороны. Проплетаю, там делаю тоже второй виток. И обратно сюда второй виток. Дошла я с другой стороны. Над первым витком делаю второй виток. И в обратную сторону пошла. Здесь я прижимаю. И в обратную сторону пошла плести. То есть у меня получается, сколько я сказала, 10 вот таких вот, ну, пускай назовем это ступеньки. Сейчас я покажу. Вот получается одна ступенька, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и вот 10-я. Здесь уже у меня по одной, это уже серединка. То есть мне нужно будет еще сделать 10 ступенек таких. То есть на одной стойке 2 витка, на следующей тоже 2 витка. И вот так 10 ступенечек продолжаю делать. Постепенно я буду, вот, видно, наклонять свои трубочки. То есть я форму определенную не использую. Я и за счет того, что влажные трубочки, сама руками придаю форму. И трубочки у меня не совсем, не сильно влажные. То есть они вот... Вот, если я их буду сгибать, вот так вот накручивать, то у меня будут вот такие вот заломы квадратненькие. То есть она полувлажная, но при этом хорошо ложится в плетение. Вот, и все. Продолжаю, делаю 10 ступенек. Дохожу до середины. Вот. Ну, я уже здесь в середине дойду и вам покажу, как у меня сходятся стоечки. И я их сдваиваю. Я проплела 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я со стойки специально не наклоняла, они сами наклоняются. Если они сильно наклоняются, то вы, например, можете поправлять их, расправлять, чтобы они сильно не падали вперед. Вот. Дальше я буду сдваивать стойки. То есть по 2 стойки буду оплетать за один раз. Мне нужно сдвоить 10 трубочек, то есть 5 пар. Вот средняя. 1, 2, 3. Получается вот 5 пар. То есть я вот повернула один раз. Потом начинаю сдваивать. По 2 оплетаю. 2 огибаю также. Так, перед 2, за 2. Перед 2, за 2. Так, и это у меня получается вот как раз. Надо посмотреть, чтобы они еще симметрично шли. Так. Здесь у меня не получается симметрично. Я сделаю еще одну пару. По 2. Так. Вот они мои 2. Перед 2, за 2. И продолжаю так дальше. Вот здесь вот я уже чувствую, что мне нужно будет свои стоечки укладывать. Укладывать вот вперед. Я их расправлю, наклоню и буду продолжать так дальше плести. Так, вот здесь вот теперь крайние 2. Делаю виток, вкладываю обратно и поехала дальше. Здесь оставлю один виточек всего лишь, потому что у меня симметрия не соблюдалась.
Вот. Начну с двух теперь. Так. Те стоечки, которые я не использую, я могу отогнуть назад, чтобы они мне не мешали. Так, вот, мне этого уже будет достаточно. Так. Выглядит, ну, довольно-таки ровно. Так, теперь я наращу вот здесь вот стойки для загибки. Вот те, что коротенькие у меня. Вот они, коротенькие. Я их сейчас наращу. Там, где 2 трубочки, я одну буду срезать, но чуть позже, а одну наращу. Срезаю прям вот близко к плетению. Так. Вот, и наращиваем. Вот, и так со всеми делаю, которые мне нужны, которые мне кажется, что их не хватит просто на загибку. Вот я нарастила все стойки, которые мне нужны были. Теперь мне нужно подставить еще одну трубочку. Просто подставляю ее, потом внутри срежу. Либо можно подставить вот за 2 стоечки и прижать своей рабочей трубочкой. Вот. И начинаю оплетать веревочкой в 2 трубочки. Вот так вот плавно укладываем на ступеньки. Здесь, где ручка, прижимаю посильнее плетение. Пока трубочки влажные, они позволяют хорошо прижать. Вот, и пошла по второй стороне.
также плавно укладывая на ступеньки. Так, один ряд проплела. Нужно здесь вот все подправить. Если где-то криво получается, неровненько, можно чуть-чуть поднять, к примеру, вот это вот наш ряд в 2 трубочки. Можно опустить, прижать. Вот это уж как у вас там получается, такие. Вот. Можно подправить бока. Вот. Здесь подправлю чуть-чуть. Бока чуть-чуть подправлю. Вот. И еще проплету один ряд. Второй ряд я заканчиваю. Вот, подхожу к самому началу. Просто заправляю туда рабочей трубочки. Просто заправлю пока. Потом, когда сделаю загибку, я их там внутри обрежу. Вот, теперь я обрежу те стоечки, вот, которые короткие у меня здесь. Вот. Не сильно под корень, оставляю миллиметра, может, пару миллиметров. Вот, и немного увлажню еще свои трубочки. Вот эти вот. Хотя, да, немножко увлажню. Я это просто пойду и сделаю под душем. Вот я немного увлажнила. Под душем просто повернула вот так вот вниз. И душем прошлась по ним. Дала минут 10 постоять, пускай впитается. Они не сильно мягкие, но мне подходят. Сейчас в данной работе они мне подходят. Теперь буду делать загибку. Загибка будет роска на 3 трубочках. Начну я ее делать вот с ручки. То есть я загибаю, чуть-чуть место оставляю. Одну, вторую уложила и 3. Дальше укладываю одну, потом 2. Вот, пенечек сразу я здесь обрезаю, что мне не нужно. Вот. И продолжаю дальше вот так вот по кругу делать полностью загибку. Я их легонечко укладываю, здесь ногтем прижимаю, где стойка. Вот. 2 я уже так не прижимаю, я вот этим пальцем вот ее у корня укладываю и завожу сюда. И дальше продолжаю до последних 3 трубочек. Дохожу до конца. Так, теперь у меня осталось внизу 3 трубочки. Я вот эту крайнюю просовываю под эту петельку. Вот. И эту последнюю стоечку тоже сюда же. Вот. Вот эту вот отрезаю. Дальше крайнюю я продену в эту же петельку. Вот. И за этой стойкой ее выведу вперед. Вот. Все уложу красиво, обрежу. Дальше
следующая петелька, крайняя трубочка. Завожу и вывожу наружу. Кончики стоек у меня уже подсохли сильно, поэтому мне немного неудобно. Вот, все, уложила, обрезала. Все, дошла до последней. И последнюю вот сюда вот буду заводить. Немного обрежу, чтобы она мне не мешала, длинная такая. Завожу сюда. Все, красиво укладываю. Наружу я ее не вывожу. Здесь ее коротко обрежу. Там поправлю, чтобы она не торчала. Вот. Вот и все. Здесь, где нужно мне, я поправлю. Вот, все поправила. Выровняла. Вот. Вот такая вот корзина на дверь у меня получилась. Теперь мне нужно ее прогрунтовать. А еще вот эти вот кончики, где я оставляла, я их тоже коротко обрежу. И там вот на ощупь заправлю, чтобы они у меня не торчали и не кололись. Вот. Форму придам, которая мне нужна. Так, вот моя одна корзинка, а вот вторая. Одинаковыми они, конечно же, у меня не получится никогда. Прям точно-точно одинаковыми. Ну, примерно вот так. Вот. Теперь я ее прогрунтую. Грунтую я 50 на 50 вода и лак. Лак акриловый. Вот. Прогрунтую, дам высохнуть. После покрою лаком. Спасибо за просмотр. Спасибо, что остаетесь со мной на канале, что смотрите меня. Подписывайтесь обязательно. Ставьте, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Вот. До новых встреч.